Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Сегодня мы поговорим о душе. Узнаем, как она устроена, из чего состоит, куда отправляется после смерти земного тела, а также чем отличается от духа. Сделать это нужно потому, что очень много людей не имеют корректного понимания этой сущности и все время задают массу вопросов об этом. Обычно это недопонимание выражается так. Церковь говорит, что у нас у всех есть бессмертная душа, которая выходит из тела после его смерти, после чего попадает в ад или в рай. Но я не понимаю, как могут быть такие ужасные наказания в виде вечных мучений, если Бог есть любовь. Как души любящих людей встречаются, если одна в раю, а другая в аду? А призраки, которых видят на земле, это что за души? Откуда эти души берутся в рождающихся людях, если после смерти все они навечно в раю или в аду? Ничего не понятно, одни вопросы и никаких ответов. Мне трудно во все это поверить. Скорее, после смерти действительно нет ничего. Как видите, недопонимание порождает ошибочные выводы. И потому сегодня мы устраним его, чтобы всем все было понятно. Приступим. Любой человек – это не его тело, не мозг и не физические клетки. Это бессмертный дух, временно оперирующий в биологическом теле и выражающий себя при помощи него в плотном мире трех измерений с определенными целями. После смерти тела дух покидает его и отправляется дальше, в более тонкие области Вселенной. Зачем все это нужно и как именно устроено в подробностях, то было сказано на своем месте. Вы можете найти эту информацию в других видео нашего канала, наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю», а также в публикациях нашего телеграм-канала. Вследствие бесконечных упрощений с целью объяснения малообразованным или совсем необразованным в духовном плане людям этого устройства человеческой природы, в основном взятыми на себя представителями разных религий, действовавшими с манипулятивными целями управления обществом и обогащения себя любимых, сложился некорректный стереотип души как некой незримой сущности, обитающей в теле, после его смерти отправляющейся в ад или в рай по указанию Бога. С одной стороны, такое понимание действительно максимально упрощено. Его несложно объяснить даже самому невежественному представителю человеческого вида. Вот тело, сосуд, в нем есть одна тонкая сущность. Тело умерло, душа вышла и после этого живет либо в вечных мучениях, либо в вечных наслаждениях. Все до элементарного просто. Но такое ограниченное видение оставляет после себя массу вопросов, нестыковок и противоречий, что в конечном итоге и порождает те самые сомнения в существовании жизни после жизни, знакомые каждому. Из упрощений и рожденных ими сомнений рождается недоверие и неверие, благодаря которым сегодня на планете и царствуют материализм, эгоизм, жестокость и поклонение деньгам.
И только осознание реальной картины расставляет все по своим местам, рассеивает противоречия и являет логичную и понятную картину, избавляющую от сомнений и позволяющую продвинуться в своем развитии и познании дальше, очистившись от материализма и эгоизма и раскрыв себя для света, добра и любви, чтобы затем отдать еще большее их количество обратно вовне. Душа – это вневременное, внепространственное существо, пребывающее на самых верхних, самых тонких уровнях пирамиды мироустройства, комплекса миров, вибрирующих на разных частотах, каждая из которых выше предыдущей, соответственно и более высокому миру. Душа – это сверхличность человека. Эта сверхличность является создателем личностей. Это циклический и повторяющийся процесс. В какой-то момент душа создает личность, отделяет ее от себя небольшой частичкой и отправляет ее на нижние уровни пирамиды, откуда та начинает свое путешествие обратно, наверх, в дом, к источнику, откуда она однажды ушла, чтобы вернуться туда с собранными за время этого путешествия знаниями и опытом. Каждая такая личность – это дух человека. Ваша нынешняя личность, дорогой слушатель, это и есть такой сотворенный душою и отправленный ею в захватывающее путешествие дух. По мере спуска в плотный мир, в начальную точку каждого такого марафона, личность снабжается комплектом тел, при помощи которых будет оперировать, выражаться и собирать знания и практический опыт. Каждому миру, каждому слою пирамиды, через которые предстоит пропутешествовать душе, соответствует конкретное тело и степень его тонкости. Так, во всем известном вещественном, плотном, земном мире мы оперируем при помощи плотного же биологического тела. А утратив его по той или иной причине, мы перемещаемся в астральный мир и оперируем в нем при помощи астрального же тела, которым нас заботливо снабдила наша душа перед отправкой в важную командировку. По мере путешествия наверх, к душе, к источнику и смены очередного мира пребывания духа, более плотные тела отбрасываются, а более тонкие остаются. Каждое тело соответствует частоте вибрации или колебания конкретного мира и таким образом позволяет духу существовать в нем и заниматься реализацией цели, с которой душа и отправила его вниз. По разным данным, этот комплект тел состоит из 5, 7, 9 и более тонких тел, но чаще всего называется цифра 7. Физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, будхическое, атманическое тела. На самом деле не столь важно, сколько их именно – 3, 7 или 107. Важно то, что наше устройство представляет собой не одну тонкую сущность, покидающую физическое тело в момент смерти, а своеобразную матрешку, которая состоит из нескольких вложенных друг в друга тонких тел, представляющих собой невероятно сложное и удивительное устройство для соответствия частоте вибраций разных слоев Вселенной и возможности деятельной жизни на каждом из таких слоев с определенными нашей душой целями и задачами. В конце путешествия личность человека возвращается к сверхличности, вливается в нее, передает ей весь собранный опыт и все собранные знания, а сверхличность создает новую личность и начинает новый цикл жизни, отправляя ее на нижние материальные слои мироздания,
откуда ей снова предстоит пропутешествовать наверх к своему источнику. Этот процесс сотворения личности сверхличностью продолжается вечно, как вечно живет и сама сверхличность, и каждая созданная ею личность. Поскольку душа, наша сверхличность, это и есть Бог для каждой очередной нашей личности, никаких наказаний адом, как и вознаграждений раем, не существует и не может существовать. Когда вы отправляете своего ребенка за хлебом, и он приносит вам этот хлеб, вы же не наказываете и не вознаграждаете его за это. Вы являетесь инициатором определенного процесса, и, получив результат этого процесса, удовлетворяетесь самим фактом этого. В данном же случае наш Бог – это еще и мы сами, поскольку наша душа – это и есть мы. Какие здесь могут быть наказания? Каждая личность, каждый созданный душою дух наделен абсолютной свободой воли исследовать все области Вселенной, совершать любые поступки и получать соответствующие им последствия, согласно действующих во Вселенной законов. Закона действия и противодействия, так называемой кармы, закона притяжения любящих друг друга личностей и других интуитивно понятных и вовсе на данный момент неизвестных законов. Именно поэтому дух волен оставаться в одном конкретном мире в виде призрака, пребывать в другом конкретном духовном мире 10 тысяч лет по земному исчислению или покинуть его через один день. Именно поэтому никогда нет никаких препятствий, чтобы двум любящим друг друга духам воссоединиться в одном из миров, продолжать их путешествие вместе или по раздельности, завершить его, вернувшись домой к источнику, или продолжать столько времени, сколько ему или им вместе возжелается. Каждый созданный душой дух наделен способностью при помощи творческой мысли создавать любые реальности вокруг себя, воплощать любые свои желания, творить любые ситуации и проходить их так, как ему заблагорассудится. И все это в целях сбора максимального количества опыта и знаний для роста и развития души. А значит, он сам и решает, будет ли та или иная реальность вечным блаженством для него или вечным страданием. Все в руках духа, то есть в ваших руках, мой дорогой друг. Теперь же становится очевидно, почему Бог есть любовь для каждого живущего. Разве может быть иначе, когда каждый живущий является частичкой себя самого же, своей же собственной сверхличности, которая в свою очередь является частичкой единого Бога? Определенно нет. Целое может относиться к своей части только с любовью. Вы ведь не можете ненавидеть свой палец или свой глаз. Вы же не будете полосовать ножом свою ногу за то, что она споткнулась, или бить молотком свою руку за то, что она уронила вкусную пироженку на пол, пока несла ее вам в рот. Нет, вы воспринимаете их как часть себя, и по своей воле никогда не будете вредить им. Наоборот, будете стараться окружить их заботой и создать им максимальную безопасность, понимая, что от них зависит ваша жизнь. Отношения личности, духа, и сверхличности, души, выражаясь костным человеческим языком, примерно такие же. Упрощение и метафорирование на определенном этапе, когда невежественность занимает большую часть разума общества, действительно пригодны в качестве инструментов познания. Но когда отрезок невежественности пройден, и разум уже готов принимать и осознавать более сложные картины мироздания,
Необходимо отходить от упрощений, дабы они не заслонили собой истину и не создали предпосылки для отрицания и деградации вместо прогресса. А именно это сейчас и происходит. Вот почему крайне важно осознавать истинное устройство человеческого существа как комплекса тонких тел, как совокупность его сознания, духа и души, вместе идущих вперед, вместе решающих важные цели и задачи, вместе строящих живую, разумную и добрую вселенную, полную любви и счастья для всех, кто в ней проживает. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.